Всем доброго времени суток. Вы на канале «Ну что, свяжем?» И я Оля, мой канал обзоров крючком. Рада приветствовать новичков и гостей на своем канале. Добро пожаловать. Заходите, не стесняйтесь, гуляйте по каналу, смотрите видео. Обязательно заглядывайте в плейлисты. Надеюсь, видео вам понравится. Вы оставите свои лайки, напишите комментарии. Не забудьте подписаться на канал, чтобы его не потерять. И нажимайте на колокольчик, так вы узнаете, когда на канале появляются новинки. Своим постоянным зрителям, подписчикам, подписчицам, мастерам, мастерицам, девчата, ребята, отдельно вам привет, слова благодарности, моя большая-большая группа поддержки, спасибо вам большое. Я к вам сегодня с новыми ниточками, с такими я еще не работала. Кто работал, обязательно пишите комментарии, понравились вам, не понравились, что вы вязали, как ведет ниточка себя непосредственно в вязании спицами и крючком, очень интересно. И смотрите, как называются ниточки: Нако, Махер, Деликат. Смотрим, что ж тут за состав. Итак, 5% махер, 10% шерсть и 85% аж премиальный акрил. Посмотрим, что это за премиальный акрил. Идем далее. Такая, скажем, покупка была импульсивная, да, импульсная, как правильно называется, что я увидела цвет, впереди весна, кофточка, красота будет. Итак, что нам говорит производитель по поводу крючка? Говорит, берите крючок номер 4. Но я-то посмотрела по ниточке, мне кажется, 4 для ажурного узорчика будет классно, да? А у меня будет узорчик в виде цветочков, и я буду брать троечку. Ну, попробуем троечкой. По итогу посмотрим, что в итоге получится. Узорчик будет с цветочками, с пышными столбиками. Кушать, конечно, пышные столбики будут пряжи очень много, поэтому заранее готовимся, да. Узорчик несложный. Раппорт узорчика 8 петелек. И мы с вами, получается, наберем, ну, я наберу, получается, 4 цветочка, 4 раппорта, это 4 до 8, 32. И чтобы красиво закончить справа и слева узорчик, дополнительно наберу 5 петелек. Это получается у нас 37 воздушных петелек будет мой образец. Угу. Ну что, свяжем? Итак, смотрите, вот какая ниточка. Видите, какие волоски. Поэтому новички, когда будут вязать, не берите сразу же маленький крючок. Так, потому что волоски будут цепляться, очень трудно будет вязать. И плюс ко всему, заранее просчитывайте, что вы собираетесь вязать, потому что захотите распустить, распускать будет очень сложно. Ниточка, конечно, красивая, да, попробуем, как она вяжется, но смотрите, если будете распускать, то как бы запаситесь терпением. Итак, все как всегда, получается, делаем вначале петельку фиксации, и при наборе петелек мы ее не считаем, а теперь я набираю 37 воздушных петелек. Поехали. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36 и 37. Вот мой будущий образец. Далее 3 петельки подъема. 1, 2, 3. Теперь отсчитываем от крючка пятую петельку. 1, 2, 3, 4, 5. Накид. Нырнули в пятую петельку, вытянули ниточку и провязываем по 2 петельки вместе. 2, 2, столбик с накидом. Далее в следующую петельку точно так же накид. Нырнули, вытянули ниточку и провязываем по 2 петельки. 2, 2. И так далее. В каждую петельку нашей цепочки мы должны будем провязать столбик с накидом. То есть это несложно, но в любом случае первый ряд набирается всегда чуть медленнее, поэтому не тушуйтесь, особенно новички, да, не переживайте. Все мы так вяжем первый ряд медленно. Вот таким вот образом провязывайте, сколько вы набрали петелек. Я набрала 37, значит, у меня должно получиться 37 столбиков. Вот эти вот 3 петельки, которые мы вначале сделали подъема, это тоже имитация столбика с накидом. То есть сейчас я, смотрите, провязала 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 столбиков. Еще 30 столбиков. И встречаемся с вами в конце ряда. Договорились? Все, давайте, несложно. В каждую петельку цепочки по столбику с накидом. Так, смотрите. Вот наша дорожка из столбиков готова. Что делаем дальше? 3 петельки подъема. 1, 2, 3. Поворот. И следующий столбик, второй и третий, это будут наши как бы кромочные столбики. Я буду провязывать их обычными столбиками с накидом. Итого получается у меня начинается ряд 3 столбиками с накидом. То есть 3 петельки подъема, это тоже имитация столбика. 1, 2, 3. Так мы будем начинать ряд и заканчивать каждый ряд. Далее что мы делаем? 3 воздушные петельки. 1, 2, 3. Пропускаем в наших столбиках 3 столбика. 1, 2, 3.
В 4 столбик провязываем столбик с накидом. Есть. Мы сделали как бы вот такое вот окошечко. Далее опять 3 воздушные петельки. 1, 2, 3. Пропускаем 3 столбика. 1, 2, 3. В 4 ныряем за верхушечку, да, и провязываем столбик с накидом. Вот, второе окошечко. И так далее. 3 воздушные петельки. Опять 3 столбика пропускаем. 1, 2, 3. В 4 провязываем столбик с накидом. И таким образом мы идем до конца ряда. Понятно? То есть весь ряд будет состоять из таких вот окошечек. Не сложно? Не сложно. Давайте до конца ряда, а в конце ряда я вас уже встречу. Так, смотрите, вот я провязала ряд вот такими вот окошечками. Начало ряда у меня 3 столбика, да, с накидом. И заканчивается мой ряд тоже 3 столбиками с накидом. Далее что я делаю? Точно так же 3 петельки подъема. 1, 2, 3, поворот. И вот мои кромочные столбики, я их продолжаю вязать также столбиками с накидом без изменений. То есть 3 столбика в начале, 3 столбика в конце. Ну вот теперь начинается самое интересное. Сейчас я буду провязывать цветочки из пышных столбиков. И здесь будьте внимательны. Вот последний столбик я провязала. Теперь делаю вот так вот воздушную петельку и подтягиваю ниточку. Так. Далее держу на крючке ее, накид. Возвращаюсь к своему столбику, а именно к верхушке. Вот так вот берусь за верхушку, вот эти вот 2 петельки. Вытягиваю ниточку. Понятно? И опять держу на крючке. Получается, первую петельку, которую я вытянула, считается как первая. Теперь это вторая петелька. Далее накид, третья петелька. Накид, четвертую я буду делать и пятую. Вы можете делать 3, 4, 5, 6, 7 и так далее. Как вам угодно, как вам будет удобнее. Единственное, что данные пышные столбики съедают много-много пряжи. Понятно? Конечно, чем пышнее будет столбик, тем эффектнее он смотрится. Итак, дальше. Держим все на крючке. Накид. Вот наше первое окошечко. Помните, да, окошечки? Мы ныряем в первое окошечко. Но здесь я как бы хочу предложить вам не просто нырять вот в окошко, да, хотя вы можете нырять в окошечко. Если позволяет пряжа, позволяет крючок, позволяет зрение, давайте будем нырять в центральную петельку. У нас здесь, получается, мы делали 3 петельки воздушные. 1, 2, 3. Вот именно за центральную среднюю, да, беремся, вытягиваем ниточку аккуратно. 1, накид, сюда же нырнули. 2, накид, сюда же нырнули. 3, накид, сюда же нырнули. 4, хорошенько все подтягиваем, накид, сюда же нырнули 5. Так, вы можете в арочку, либо в петельку, как вам будет удобно. Далее, накид и ныряем в следующее окошечко. Опять же, вы либо в арочку ныряете, я хочу нырнуть именно в петельку, посмотреть, что в итоге получится. Итак, вот у меня 3 петельки. 1, 2, 3. Я ныряю в самую центральную петельку. И точно так же набираю 5 петелек. Накид. 1. Сюда же накид. 2. Сюда же накид. 3. Сюда же накид. 4. И сюда же накид. 5. А вот теперь моя задача все это вместе провязать. Одной петелькой, одной ниточкой. Берем аккуратненько ниточку и провязываем, протягиваем через все петельки. Аккуратненько. И обязательно должны будем зафиксировать. Зафиксировали. Есть. Вот как бы наши 3 лепесточка. Далее. Опять воздушная петелька. Потянули ниточку. И вот у нас здесь получается вот такая вот сердцевинка, да, 3 наших лепесточков. Ныряем в сердцевинку, вытягиваем ниточку, это уже будет 2. Вот это первая, это вторая. Накид 3, накид 4, накид 5. И теперь я все вместе вот так вот провязываю и обязательно фиксирую. Понятно? Далее, вот наше окошечко. В него были лепесточек делали. И получается вот стеночка от окошечка. В эту стеночку мы за верхушечку беремся и провязываем обычный столбик с накидом. Вот, смотрите, пол цветочка готово, да? Идем дальше, точно так же, повторяем. Еще раз давайте. Воздушная петелька, потянули ниточку, накид. Вот, за верхушку столбика взялись, вот за эти 2 петельки. Далее, вытянули ниточку, это будет 2, вторая петелька. Третья петелька, накид. 4 петелька, накид, 5 петелька. Дальше в окошечко. Вот 2 окошка. 1, 2.
Вы можете нырять в окошко, но я буду непосредственно в петельку в центральную. Мне кажется, так поаккуратнее. Потянули раз, накид сюда же 2, накид сюда же 3, 4, 5. Все держим на крючке. Накид. Следующее окошечко. Перебираемся. Опять же, вы можете либо в арочку нырять. Я буду в центральную петельку из 3. Накид 1, накид 2, потянули хорошенько, накид 3, накид 4 и накид 5. И вот теперь все вот эти петельки опять нужно аккуратненько одной ниточкой провязать. То есть не торопимся, протягиваем через все петельки. Когда ниточка не махеровая, вообще замечательно проходит. Все, и обязательно зафиксировали. Далее опять воздушная петелька, потянули ниточку, накид в сердцевинку, видите, вот петелька сердцевинки. Ныряем, это уже будет 2 петелька, 3 петелька, 4 петелька, 5. Здесь мы их провязываем 5 вместе и обязательно зафиксировали. И все, вот наше окошечко заканчивается вот таким столбиком. Мы ныряем в верхушку столбика и провязываем обычный столбик с накидом. Понятно? Вот наши начинаются формироваться вот такие вот цветочки. Давайте до конца ряда самостоятельно. Вот здесь в конце ряда я вас встречу. Договорились? Давайте, у вас получится. Так, смотрите. Вот я довязала, получается, до конца ряда. Боже, они такие мягенькие, такие приятные на ощупь цветочки. Идем далее. Опять 3 петельки подъема. 1, 2, 3. Поворот. Наши кромочные столбики, да, за верхушечки провязываем. 1, 2. Все. И вместе с 3 петельками подъема здесь получается 3 столбика. Далее смотрите, 3 воздушные петельки делаем. 1, 2, 3. Накид. И мы ныряем вот в эту сердцевинку и делаем пышный столбик из 5 петелек и 5 получается накидов. Накид 1, нырнули. Накид сюда же нырнули 2. Накид 3. Накид 4. Накид 5. Все вместе провязали, зафиксировали. Еще один лепесточек. 3 воздушные петельки. 1, 2, 3. Накид. И сюда же, получается, 6-й последний лепесточек делаем. 1, накид 2, накид 3, накид 4, накид 5. Все вместе провязали и зафиксировали цветочек. Видите, до конца сделали. Далее, получается, мы делаем с вами 3 воздушные петельки. 1, 2, 3. И вот наш столбик. Видите, он как идет в каждом ряду. Вот мы к верхушке этого столбика присоединяемся и провязываем точно такой же столбик. Понятно? Вот наш полноценный цветочек в квадратике, так скажем, да? Давайте еще раз. 3 воздушные петельки. 1, 2, 3. Вот в сердцевинку цветочка ныряем и провязываем еще один лепесточек. 1, накид 2, накид 3, накид 4, накид 5. Все вместе провязали, зафиксировали. 3 воздушные петельки. Накид. Сюда же последний лепесточек делаем. Нырнули, вытянули ниточку. 1, накид 2, накид 3, накид 4, накид 5. Все вместе провязали и обязательно зафиксировали. 3 воздушные петельки. 1, 2, 3. И вот наш столбик. Прицепляемся к столбику. И формируется как бы квадратик. Вот, смотрите. Красиво? Красиво, объемненько, пышненько. Давайте до конца ряда самостоятельно, да? В конце ряда встречаемся. Так, смотрите, вот наши полноценные цветочки готовы. Что мы делаем дальше? Опять точно так же 3 петельки подъема. 1, 2, 3, поворот. И провязываем наши кромочные столбики. 1 столбик и 2 столбика. А теперь мы будем провязывать как в первом ряду практически, да, то есть мы будем делать окошечки, но с одной, так скажем, изюминкой. Смотрите, после 3 наших столбиков кромочных делаем 3 воздушные петельки. 1, 2, 3. И вот направляемся в нашу арочку. Вот эту. Поняли?
ныряем в эту арочку и провязываем столбик без накида. Понятно? Потому что у нас как бы возвышается вот наша арочка, поэтому столбик без накида. Далее 3 воздушные петельки. И следующее окошечко получается, да? Вот в наш столбик ныряем, в верхушку столбика, и провязываем столбик. Здесь будет с накидом. Видите? То есть как бы мы выравниваем, чтобы у нас был ровненький краешек. Мы выравниваем краешек за счет того, что здесь получается у нас будет столбик без накида, а по краям у нас будут столбики с накидом. Угу. И так далее. 3 воздушные петельки опять. Раз, два, три. Ныряем вот нашу арочку между двумя лепесточками. Столбик без накида. Угу. 3 воздушные петельки и далее столбик с накидом. За верхушку беремся и провязываем столбик с накидом. Вот. Как бы мы и выравниваем, да, наш краешек с одной стороны. С другой стороны мы готовим почву для следующих наших цветочков. Давайте до конца ряда. В конце ряда я вас встречаю. Несложно. У вас получится. Так, вот мы подготовили, получается, наш ряд к следующим цветочкам. И далее мы с вами будем провязывать точно так же, как мы провязывали цветочки. То есть все, наш как бы раппорт закончился, да? Далее будем просто увеличивать высоту. Раз, два, три. Поворот и опять наши кромочные столбики. Раз столбик и два столбик. Вспоминаем, как мы вязали лепесточки. То есть вначале мы делаем воздушную петельку, подтянули ниточку, потом нырнули опять сюда же 2, 3, 4, 5. Далее вы ныряете либо в арочку, я буду нырять опять также в петельку. Потянули раз, накид, потянули 2, 3, 4, 5 и в следующее окошко. Вот наше окошко. Опять же центральную петельку. Раз, два. Если у вас позволяет, да, как бы пряжа, крючок, зрение, точно так же делайте. Будет аккуратненько. 3, 4, 5. Теперь мы все вместе это провязываем. Протягиваем ниточку. И обязательно не забудьте зафиксировать. Есть петелька, накид в колечко вот это центральное. Раз, два, три, 4. И первая петелька это было 5. Провязали, зафиксировали. И присоединяемся опять вот к нашему столбику. И провязываем столбик с накидом. Поняли, да? Все. Вот такая вот получается красота. То есть вы сейчас провязываете вот этот вот половина лепесточка, да, цветочка, лепесточка. А обратно возвращаетесь, провязываете вот эти вот 2 лепесточка. Потом провязываете, получается, готовите окошки. Все. Все. Это весь узорчик получается. Ваша задача сейчас все то же самое повторять, что мы здесь провязали. Несколько рядочков выше. Посмотрим, какой у нас получается красивый образец. А получится очень красиво. Я очень надеюсь. Давайте встречаемся через несколько рядочков. Так, смотрите, вот я провязала, получается, несколько рядочков. Ну, то есть, получается, у меня 3 ряда цветочков получилось. Гляньте, какая красота. Мне, по крайней мере, нравится, что цвет, что цветочки. Особенно именно, что я вот сделала именно в петельку. Когда делаете не в петельку, а просто в арочку, он как бы такой, ну, расплывается лепесточек. Мне кажется, не очень аккуратный. Вот. Получается, узорчик у нас двусторонний. Хотите плед, хотите палантин, хотите кардиган, хотите кофточку. Да, многие скажут, ну, Оля, шишечки, это же вообще не практично. Ну, что могу сказать? Носите аккуратнее, да, как героиня Муравьевой в «Москва слезам не верит», да? Вот. Ну, красиво же, красиво. Ну да, ну, возможно, не повседневно, возможно, это балерошка, возможно, накидушка такая вот будет, да, как бы накидочка на плечики. Ну, там, может быть, сходить там в театр, да, куда-то там на какой-то показ. Ну, это, конечно, такая работа тонкая, работа красивая. Да, возможно, не на повседневную. Возможно, если боитесь зацепиться. Но если не боитесь, то, конечно, это будет очень шикарная вещь. Неважно, где она будет. Возможно, это будет элемент какой-то. Представьте, у вас кофточка, кардиганчик, а это кармашек. Либо у вас кофточка, кардиганчик, а в виде цветочка у вас будет рукавчик. Либо вставочка какая-то, да, может быть, на вертикальная, может быть, да, горизонтальная полосочка. Может быть, это в топик у вас. Ну, вы же молодцы большие, вы дизайнеры.
у вас столько идей, вы столько предлагаете. Я, конечно, жду в комментарии ваши идеи. Мне понравился цвет. Наверное, он какой лавандовый называется, да? Подсказывайте, как называется цвет. Давайте покажу вам номер. Номер получается цвета 1036, то есть 1036. Если что, записывайте. Передается на камеру такой же, как на самом деле он есть. Конечно, на ощупь обалдеть как классно. Очень мягенько, очень такой нежненький. Ну, в дальнейшем, конечно, нужно будет посмотреть, как он ведет себя в носке, как ведет себя в стирке и так далее. Давайте замерим. Набирала, получается, я 37 воздушных петелек. Если же я, ну, как бы такая же плотность вязания, да, если такой же крючок, такая же пряжа, вот все такое же, то получается, ну, вот 19 сантиметров, да, за счет объемных цветочков. А тут у нас получается раз ряд, потом пол листочков, пол нашего цветочка 2 ряд, 3 ряд, да, получается 3 ряда, 1 цветочек, 3, 6, 9, и я закончила 10, и получается 11. Смотрите, кстати, как я закончила, видите? То есть здесь вообще ничего сложного. Столбик, вы провязываете столбик, 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 а там, где арочка с 3 воздушными петельками, вы провязываете 3 столбика. В предыдущих видео я точно так же показывала, что вы можете провязывать либо в арочке, либо также в петельке. В петельке смотрится намного аккуратнее. Я показывала примеры, да? Вот, давайте замерим, сколько у нас получается здесь сантиметров. Это у нас, ну вот 14 с хвостиком, да? 14,5 сантиметров. Красота, красота. За счет того, что воздушные петельки, узорчик вот так вот тянется. Вертикально тянется намного больше, чем горизонтально. Вот такая вот красота. Смотрите. Вот. Надеюсь, видео вам понравилось. Не забывайте ставить свои лайки, пишите комментарии. Обязательно подписывайтесь, кто еще этого не сделал. Впереди много новинок. Нажимайте на колокольчик, чтобы не пропустить новинки. Делитесь с друзьями, с подружками в соцсетях. Сохраняйте себе в свои плейлисты. Можете посмотреть в дальнейшем видео в любое удобное для вас время. Всем ровных петелек. Я не прощаюсь с вами. Встречаемся в новых видео. До встречи. Пока-пока.